Органом, чье неправильное функционирование наносит серьезный ущерб здоровью, является поджелудочная железа. Почему так важно следить за ее состоянием? Какие хитроумные осложнения могут возникнуть при заболеваниях этого органа? Почему симптомы его отмирания могут быть практически незаметными? В этом видео мы расскажем о роли поджелудочной железы, ее заболеваниях и особенностях диагностики. Функции поджелудочной железы. Этот орган играет ключевую роль в двух системах организма – пищеварительной и эндокринной. Поджелудочная железа выделяет ферменты, необходимые для переваривания белков, жиров и углеводов. Ее секрет создает слабощелочную среду, которая нейтрализует излишки желудочной кислоты, предотвращая ожоги и воспаление стенок двенадцатиперстной кишки. Если выработка ферментов поджелудочной железы нарушена, это может привести к воспалительным заболеваниям кишечника. В эндокринной системе поджелудочная железа отвечает за выработку двух гормонов – инсулина и глюкагона. Инсулин снижает уровень глюкозы в крови, а глюкагон повышает его. Таким образом, поджелудочная железа регулирует обмен глюкозы в зависимости от поступления углеводов из пищи и обеспечивает выработку энергии для жизнедеятельности организма. Именно поэтому здоровье поджелудочной железы настолько важно для всего организма. Какие проблемы могут возникнуть при ее нарушенной работе? Почему их сложно обнаружить? Обо всем об этом мы расскажем прямо сейчас. Заболевания поджелудочной железы. Одной из самых распространенных проблем, связанных с поджелудочной железой, является панкреатит. Это заболевание имеет две формы – острый и хронический. Обе формы панкреатита могут быть легко спутаны с другими заболеваниями. При остром панкреатите появляются симптомы, такие как рвота с желчью, боль в левой верхней части живота и возможное развитие желтухи. Многие из первичных симптомов могут быть похожи на симптомы кишечного отравления. В результате люди часто не осознают, что у них проблемы с поджелудочной железой и не обращаются за скорой медицинской помощью. Однако в таких случаях требуется незамедлительная помощь, поскольку во время обострения панкреатита происходит быстрое отмирание функциональной ткани поджелудочной железы. Проблема заключается также в том, что по окончании острой фазы заболевания симптомы могут исчезнуть самостоятельно. Человек остается в неведении о серьезном заболевании, полагая, что перенес обычное отравление. Однако панкреатит не исчезает, а лишь переходит в хроническую форму. В хронической форме заболевание прогрессирует, и функциональная ткань поджелудочной железы постепенно заменяется соединительной тканью, что приводит к снижению ее функции, проблемам с пищеварением и работой щитовидной железы. В конечном итоге это может привести к развитию диабета. Симптомы болезни. Я приглашаю всех, кто еще не подписан на наш канал, но смотрит его, поддержать нашу команду, подписавшись и нажав на колокольчик, чтобы кнопка «Подписаться» превратилась в «Вы подписаны». Заранее благодарим вас и желаем приятного просмотра, друзья. Существует несколько признаков, на которые необходимо обратить внимание при подозрении на проблемы с поджелудочной железой. Во-первых, это боль в правой части живота и опоясывающая боль, которая может распространяться на спину. Однако стоит отметить, что такие симптомы также могут быть характерными для проблем с почками. Во-вторых, повторяющиеся случаи отравления, особенно если они возникают без очевидных причин. В-третьих, появление дискомфорта в желудке после употребления жирной пищи. Этот симптом может указывать на гастрит или обострение язвы, но также может быть связан с проблемами поджелудочной железы. Четвертый признак – несформированный стул с присутствием непереваренных пищевых остатков, особенно если эта проблема наблюдается в течение продолжительного времени. Пятый признак – резкие колебания веса. При панкреатите вес может как увеличиваться, так и снижаться. Этому процессу обычно сопутствует хроническая усталость. И последний симптом – постоянное вздутие живота. Важно отметить, что все эти симптомы не специфичны для воспаления поджелудочной железы. Однако даже появление одного из этих симптомов является достаточным основанием для немедленного обращения к врачу. Только специалист сможет провести диагностику панкреатита, отделив его от других заболеваний с похожими симптомами. Причины заболеваний. Основные факторы, влияющие на дисфункцию поджелудочной железы, связаны с образом жизни и питания. Регулярное потребление жирной пищи, фастфуда и употребление алкоголя являются основными причинами развития заболеваний поджелудочной железы.
Кроме того, стресс и генетическая предрасположенность могут также оказывать влияние. Учитывая связь между поражением поджелудочной железы и диабетом, следует обратить внимание на постоянную жажду, частое чувство голода, головокружение, сонливость и запах ацетона при мочеиспускании. Все эти признаки указывают на диабет и требуют диагностики поджелудочной железы и других органов желудочно-кишечного тракта. Своевременное и качественное обследование может буквально спасти жизнь, поскольку нелеченный панкреатит приводит к сокращению продолжительности жизни и существенному ухудшению ее качества. Лечение в ранних стадиях включает применение медикаментов, а в запущенных случаях панкреатита может потребоваться хирургическое вмешательство. Испытывали ли вы подобные проблемы? Как вам удалось преодолеть это заболевание? На этом завершим видеоролик. На нашем канале вы можете найти множество интересных видео о пользе и вреде овощей и фруктов, а также о болезнях и методах их лечения. Поэтому просим вас не забыть подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. Будем также благодарны, если вы поставите лайк и поделитесь этим видео с вашими родными и близкими. С вами был канал Долголетие. До новых встреч!